Всем привет! Вы на канале «Существует способ», и мы отправились в новую для нас страну, в Пакистан. Сегодняшний выпуск будет очень расширенным и насыщенным. Посетим индийско-пакистанскую границу, которая славится своей необычной церемонией закрытия. Увидим мистические суфийские танцы, узнаем, чем торгуют на улицах, окунемся в уличный колорит города Лахора и еще многое другое. Поэтому устраивайтесь поудобнее и поехали! Пакистан – это мусульманская страна, возникшая при разделении британской колонии в 1947 году на Индию и Пакистан. Поселок Вагах – единственное место, где можно пересечь границу между Индией и Пакистаном. Ежедневно, начиная с 1959 года, здесь проходит красочная церемония спуска флагов. В общем, собственно, что мы сейчас хотим показать? Мы специально отправились на границу Индии и Пакистана, чтобы показать вам невероятное шоу. Это, короче, такой праздник для пакистанцев и для индусов, который проходит каждый день. То есть каждый день эта граница закрывается под музыкальное сопровождение и под, можно сказать, целый парад. Давайте я вам расскажу так. Мы сейчас как будто находимся на каком-то футбольном или, не знаю, хоккейном матче. Повсюду просто толпы народа. Все скандируют, ликуют. И знаете, за кого они болеют? Они болеют за свою страну. Пакистан болеет за пакистанскую границу, за пакистанских пограничников. Индусы болеют за индийских пограничников. Смотрите, здесь даже есть заводилы, которые... Смотрите, они прям заводят толпу, бегают с флагами. Участники церемонии – это музыканты, барабанщики, заводилы и сами марширующие, танцующие пограничники. Как мужчины, так и женщины. Участники марша – высокие, бравые ребята, а их головной убор добавляет еще к росту сантиметров 30. Каждому участнику марша удостаивается честь пройти одному до ворот, потопать, похлопать, поднять как можно выше ногу и бросить ледяной взор на пограничника за воротами. При этом толпа не перестает кричать, скандировать и поддерживать каждое движение. Это зрелище начало притягивать местных жителей и туристов, как с индийской, так и с пакистанской стороны. Поэтому здесь есть трибуны, которые к началу шоу забиваются до отказа, и церемония превратилась в четко отрепетированный спектакль. Сейчас можно наблюдать картину, как ворота двух границ открылись. В общем-то, самый главный момент этого мероприятия – это то, что сейчас будут снимать два флага – пакистанский и индийский. Сейчас вот два пограничника подошли к флагштокам, взялись за веревочки, сейчас их скрестят. Скрещивание вот этих веревок, которые идут к флагу, это своего рода знак того, что они находятся в дружбе и взаимопонимании. И вообще, в целом, на какой границе вы могли бы видеть такое мероприятие? Какие две страны могли бы таким похвастаться, как Индия и Пакистан? Удивительно, что это проходит каждый день. Сейчас суббота, да, здесь, конечно, больше народа, чем в будние дни. В этой ноте всех попросили встать по той причине, что сейчас будет играть поочередно гимн Пакистана и гимн Индии. Лена, кричи! Несут пакистанский флаг обратно к себе в хранилище. И завтра утром, когда будет открываться граница, первым делом поднимут флаг и только потом уже откроют саму границу. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты полностью вовлечен. Замираешь от вида поднятой ноги, кричишь вместе с пакистанцами «Пакистан Зинбаба» и расплываешься в улыбке от происходящего. Вообще история Индии и Пакистана – это история долгого конфликта. Но как же греет душу и сердце, когда ты знаешь, что каждый вечер две страны на короткое время объединяются и вместе закрывают ворота на границе. One picture? Yes. Okay. Hold this flag.
Да, вот. О, да, я даже подержать. Окей. Насколько же все-таки прикольно в разных странах находить какие-то такие вот необычные штуки. Типа границы, на которой каждый день праздник, каждый вечер, когда она закрывается. Блин, насколько же все-таки у нас много всего в мире, и у нас такая тенденция с Леной, что у нас постоянно все обновляется, все новое, то, чего мы не видели раньше. И вот это самая, наверное, крутая фишка как раз-таки путешествий. То, что постоянно ты узнаешь что-то новое, что-то видишь необычное, расширяешь свой кругозор. Первое, значит, что происходит у нас в Пакистане, это то, что нам пограничник, таможенник, который ставил нам штампы в паспорт, он ищет нам машину, на которой мы поедем до Лахора, до первого нашего города, до первой нашей точки. Вот. Ждем, посмотрим, сейчас, может быть, что-то найдется. Пока мы ждали машину, нас окружили школьники, которые приехали на церемонию закрытия границы. Белые туристы в Пакистане — это редкость, поэтому с нами сразу попросили сфотографироваться. Получив заветные фотографии, незамедлительно последовала благодарность. Так меня еще не встречали ни в одной стране. Ну что ж, а теперь наш путь лежит в город Лахор, находящийся в 30 километрах западнее границы. Кстати, до разделения Индии Лахор являлся северной столицей Индии. Территория, на которой располагается одна из самых красивейших мечетей. И по ее территории прям гуляют вот эти вот бяшки-барашки. Смотрите, какого крупных особей, насколько длинные уши. Они, наверное, в длину где-то около 50 сантиметров. В центре города находится парковая территория с несколькими мечетями и очень красивыми храмами. И сейчас мы находимся в парке Казури-Ба, рядом с которым располагается очень красивая мечеть. Мечеть Бадахши, выполненная в красном цвете, коричнево-красном кирпиче и окружена со всех сторон каменной стеной. То есть когда-то давно это было, скорее всего, первое поселение в Лахоре. Первое упоминание о Лахоре датируется вообще 10 веком. Очень и очень древние стены, еще не реконструированные. За 500 пакистанских рупий, да, нас пропустили в форт. Значительная часть монгольского архитектурного наследия сохранилась и на территории современного Пакистана. В этом смысле повезло городу Лахору, который в 16 веке был столицей империи монголов. Именно в Лахоре и его окрестностях сосредоточено большинство монгольских объектов с узнаваемым таджмахальским стилем, белыми мраморными куполами, высокими минаретами, громадными въездными воротами и зелеными садами по периметру. На территории форта располагается около десятка очень интересных и красивых сооружений эпохи как раз-таки правления монголов, не путать с монголами. При их правлении были возведены вот такие потрясающие замки, храмы. И, кстати, преимущественно все было выполнено из мрамора. Декоративные решетки, которые вот отлично пропускают свет, они выполнены из мрамора. Собственно, как и дверные проемы. В принципе, плитка тоже здесь выполнена из мрамора, колонны, то есть богатое убранство. Но это богатство обусловлено тем, что здесь тогда располагалось как раз-таки правительство северной части Индии до того момента, когда еще Индия была разделена на Пакистан и Индию. Нравится тебе тут? Да, большая очень территория. Территория спокойная, самое главное. Тут так хорошо. Тихо, да, в первую очередь? Можно прям прийти и спокойно погулять, никто тебе особо мешать не будет. Территория здесь реально очень большая, она составляет порядка 20 гектар. Здесь так и вовсе один из залов украшен зеркалами, то есть по периметру расклеены рядом с лепниной расклеены зеркала. Правда, многое побито, многое, так скажем, уже в неподобающем виде, но все-таки, глядя даже на то, что осталось, можно представить, каково это было. Насколько это было изящно, когда это было только построено. Несколько десятилетий некогда блестящий форт Лахор, пришел в запустение и начал банально разрушаться. Его восстановлением начали заниматься только где-то в середине 20 века.
когда после раздела Британской Индии Пакистан обрел независимость. В 1981 году форт Лахор был включен в список наследия ЮНЕСКО. Собственно, после этого его начали подобающим образом восстанавливать и содержать в более-менее приемлемом виде. Интересно, да, наблюдать, что, кстати, разные храмы, разные постройки здесь выполнены в совершенно разных стилях. Это, кстати, связано с тем, что при строительство длилось очень долгое время, и правление постоянно сменялось. То есть был один правитель, потом другой, потом третий, и каждый из правителей, грубо говоря, имел своих мастеров. У каждого архитектора, у каждого строителя будет свой неповторимый стиль. И по этой причине все вот эти вот постройки, они имеют отличительные черты. Кстати, даже можно сказать, что вот это вот более эстетично выглядит, нежели какие-то вылизанные построечки. Вот здесь вот прям видно вот эта вот старина, вот эти обшарпанные стены, вот этот красный кирпич. Но вот я реально сомневаюсь, что кто-то его реконструировал, то есть восстанавливал вот эти вот стены. Судя по всему, вот этот обожженный кирпич, он с тех пор, вот как только вот возвели эти стены, он так вот и лежит. И то же самое касается и стен. То есть стены, посмотрите, они тоже разукрашены разными тут цветами. И краска уже вот прям выгоревшая, прям вся, не знаю, в каких-то царапинах. Кто-то здесь чем-то рисовал каким-то гвоздем. Но сохранена вот эта вот натуральность, вот эта вот живость. Кстати, вот эти длинные ступени, я прочитал информацию, что они специально были сделаны под шаг слонов. По ним поднимались слоны, прикидываешь? Чтобы они могли подниматься с одного яруса крепости в другой. Может быть, у нас в городе на центральном мосту тоже слоны там когда-то ходили? Наверное. Главная визитная карточка города Лахор – это мечеть Бадшахи. Построена она в 1671 году по приказу императора Великих Моголов. А в основном все считают это чисто такое туристическое место, где можно приехать, пофотографироваться и уехать. Собственно, почему мы делаем такое умозаключение? Потому что мы сегодня хотели попасть с Леной в одну очень красивую мечеть, и на входе у нас попросили типа оставить камеры. Оставлять их, правда, было негде, и поэтому мы просто элементарно не попали внутрь. Сами ворота форта, кстати, они реконструировались уже после 16 века, потому что здесь какое-то время были оборонительные укрепления. В центре парка Икбалан находится вот такая вот башня, минаре. В общем, эта башня была возведена в честь 20-летия по принятию резолюции. То есть территории Индии, которые были населены мусульманами, должны были образовать новое государство под названием Пакистан. И вот на этом самом месте, где построена эта башня, и была принята эта резолюция. Да, если вы будете не как мы ходить по утрам гулять, то, возможно, она будет открыта, и туда можно будет подняться и посмотреть панораму на Лахор. В общем-то, покажем вам еще и метро Пакистана, Лахора. Да, здесь есть метро. Причем здесь есть не только метро, но здесь есть еще и метробус, да. Это, короче, автобус, который ездит как метро по отдельной полосе. Типа есть чисто две полосы только под эти автобусы. Метро здесь стоит всего 20 пакистанских рупий. То есть в районе 5 рублей. Да, и дают вот такие же дончики. Не, ну судя по станции, здесь очень аккуратно все сделано. Лахор является вторым по численности городом Пакистана. Здесь проживает порядка 10 миллионов человек. Он является одним из самых загрязненных городов из-за огромного количества рикш, мопедов и заводов. При этом город имеет довольно богатую историю с 4000-летней историей. Еще одно место, которое мы не могли не посетить, это Лахорский музей центральный. Множество экспонатов. Вот мы сейчас зашли, так прошлись, пару минуточек посмотрели, что здесь есть. Много экспонатов эпохи, в которых Индия еще не была разделена на Пакистан и Индию. Но первое замечание, которое хочется сделать этому музею, это то, что очень мало света. Вот прям, не знаю, как в подвале каком-то находишься. Зашел на какую-то, не знаю, там барахолку антикварных вещей. Момент это то, что многие экспонаты, можно сказать, вообще просто вот брошены вот здесь, без подобающего какого-то восстановления, ухода. Все в пыли. Вот, например, музыкальные инструменты, они
Да реально там покрылись слоем пыли, струны все порваны, колки разломаны. Учитывая еще стоимость в 1000 рупий для иностранцев. Ну, это недешево по меркам Пакистана. Бивень, на котором изображены скульптуры Будды, судя по всему. Причем в таких узорных орнаментах. Говорит, козырек, что-то вроде эркера, окошки, причем с распашными ставнями. А вот здесь даже видны витражи в этих стеклах. Первый зал, в котором нормальное освещение. Есть интересная карта, посвященная текстилю и где какой текстиль на территории Пакистана производился и производится, наверное, по сей день. Нет, тут вышивка у них реально очень крутая. Вот эти вот ковры. Это прям произведение искусства. Все это шилось вручную, и посмотрите, насколько много там элементов. Причем это сочетание разных тканей, разных материалов с какими-то вкраплениями. Вон там зеркала, вообще какие-то кусочки зеркал даже вставлены. Работа тончайшая и кропотливая была проведена, чтобы сделать этот ковер. По четвергам улицы близ суфийских храмов Лахора заполняют музыканты, приглашая под звуки барабанов войти в танцевальный транс. Суфисты – мистическое направление ислама. Религиозное учение ставит перед собой цель очищения души и самопознания через практики аскетизма, молитв, всяческих обрядов и веры в единого Аллаха. Нам удалось попасть на один из таких обрядов. Религиозное поклонение к божественным силам, ну уж очень непривычное для западного мира. Это танец кружащихся дервишей. Танец как мистический способ единения с высшими силами. Это и есть главная характеристика ритуала. Оно может быть как одиночное, так и коллективное, когда суфии, держась друг за друга, раскручиваются по кругу, все быстрее и быстрее. Примером для суфиев служил пророк Мухаммед, который вел аскетический образ жизни. Его не интересовали мирские дела, и большую часть времени он проводил в молитвах и постах. Путем молитвы и ритуалов суфии совершенствуются и тем самым приближаются к Аллаху. Также немаловажно добавить, что часто для того, чтобы поймать поток входа в транс, применяются различные средства. Проще говоря, перед началом танцев, сидя у костра, суфисты наряду с их вкусным чаем подзаряжаются опиумом или марихуаной. После этого, как утверждают танцоры, входить в транс гораздо проще. Неподготовленного зрителя подобного рода танцы могут даже немного шокировать. Часто движения могут напоминать судорожные конвульсии, как у этого мужчины. В кураж входят все, от мала до велика. Дети, наблюдая за взрослыми, также пытаются повторять движения. В какой-то момент в пляс пускаются старики, а некоторых даже не смущает отсутствие одной ноги.
конце танцев в пляс спускаются и сами музыканты, но их танцы не совсем обычные. Чтобы не останавливать музыку, барабанщик начинает крутиться вместе с огромным ударным инструментом, при этом не переставая выстукивать ритм. В какой-то момент скорость становится настолько высокой, что начинаешь молиться, что лишь бы выдержали крепление барабана, иначе нескольких людей точно придется госпитализировать. Благодаря этому мужчине мы, собственно, и смогли увидеть здесь суфийские танцы. Необычные традиционные мероприятия, которые проходят каждый четверг. И на них, собственно, люди собираются, пьют чай, курят какие-то вещества и, собственно, танцуют и слушают музыку. Это такое культурное обычай. Thank you so much. Thank you. Здесь у нас зал, посвященный живописи, рисункам акварельными красками, масляными красками. Также можно даже увидеть вот такие вот офигенные мозаики, которые выполнены из лазурита. Кстати, лазурит является одним из редчайших камней, добывается на территории Афганистана преимущественно. Но из-за, видимо, близости Пакистана к Афганистану, видимо, здесь тоже есть какие-то месторождения разных тонов камушки, и из них выложена вот такая офигенная мозаика. Смотришь на все эти древности и понимаешь, что да, круто, музей, в них стоит ходить, но учитывая то, что мы находимся в Пакистане, в принципе, здесь на улице ты находишься и видишь почти все то же самое, потому что здесь время идет. В обычном быте простых людей мало что меняется. Дома с какими-то такими же резными дверями, которые будут не в таком, конечно, вылизанном, чистом виде. Они будут прям пошорканные, какие-нибудь грязные, не знаю, оплеванные там. Но они будут. То есть это все сохраняется на улицах и по сей день. Наверное, больше, чем внутри, мне нравится этот музей снаружи, потому что смотрите, насколько он шикарно выполнен. Красный обожженный кирпич и вход, входная арка, она выполнена из чистейшего мрамора. Причем, смотрите, нескольких оттенков. Вот эту вот вставку сделали из какого-то розового мрамора. Все остальное из белого, чистого-чистого. А вот это место у нас называется Делийские ворота и располагается рядом с очень интересной мечетью Визир-Хана, в которой мы сейчас направляемся. Собственно, вот как эти выглядят ворота. И вот только что я вам рассказывал про то, что Пакистан, сам Лахор, это, короче, музей под открытым небом. И это первое доказательство моим словам. Тут парень птичек продает. Hi. It's your bird? That's good. Парень вот там с кормушкой сидит. Тут парень несет костюмы какие-то тоже на продажу. Да, в глазах. Ой, слушай, вообще пипец, какая улица колоритная, посмотри. Просто, ребят, ну взгляните на это. Здесь дядька шашлыки жарит, что-то продают. И вот все это находится вот в этой арке, причем древней-древней. И прямо в этой арке какие-то магазины с сувенирами, с шапками, с бусами, с коврами, с парфюмом. Какой-то косметический магазин. Здесь мечеть сразу открывается нам. Да? Знаете, наверное, чего не хватает каждому музею? Вот музей, конечно, это интересно, это аутентично, но каждому музею не хватает жизни, не хватает людей вокруг. То есть ты смотришь на экспонаты, смотришь на какие-то интересные, реально потрясающие вещи, но при этом не хватает вот этой жизни, вот этой участи, которая происходит вокруг, движухи людей. Ведь именно люди создают вот этот антураж, вот эту вот атмосферу места. Ну а изюминкой всей этой красоты в этом районе является мечеть Визир-Хана, построенная с 1634 по 1641 годы. Пожалуй, наверное, именно эта мечеть является одним из лучших образцов монгольской архитектуры с применением мозаичной плитки. Прошли внутрь, и на самом деле нам удается с Леной застать поистине уникальный момент.
это восстановление этой мечети. То есть сейчас можно наблюдать старые вот эти вот фрагменты стен, которые уже совсем-совсем такие облезшие, совсем выцветившие. Но при этом здесь вот уже начинают появляться новые мозаики, освеженная краска, штукатурка. Здесь вот колонну тоже начинает освежать. Прям ведутся полномасштабные работы по восстановлению этой мечети. И мы сейчас можем видеть как старую ее часть, не восстановленную еще, так и новую. То есть как она будет выглядеть после полного восстановления. Даже вот эти вот стены, которые покрыты плесенью, да, это ж просто плесень, по-моему, если я не ошибаюсь, темная. Ну да, просто типа выцветшая краска и плесень. И все это вот в таких разводах, но это не страшно, это наоборот создает какой-то антураж. Что мы успели поймать окошко между службами в этой мечети. Вот сейчас вот пришли люди за моей спиной, они уже там моют руки, ноги, делают омовение перед тем, как сделать намаз вечерний. Уличный колорит Лахора для нас оказался самым впечатляющим. Чего здесь только не увидишь. Здесь огромные улицы, на которых все магазины заточены под одну классификацию товаров. Люди, предлагающие услуги стоматологов прямо рядом с дорогой, трансвеститы, которые даже не скрывают себя, торговцы ящерицами и змеями, а также всевозможные лекарства, сделанные из их яда. Найти здесь можно все, что угодно. Главное попасть на правильную улицу. Здесь вот, кстати, ребята показывают, как они красят одежду. Видимо, у них здесь разведена какая-то краска в этой жидкости, в воде горячей. Подогревается на огне она, и вот они опускают просто эту ткань и, видимо, выкрашивают. Сначала в одном тазике, потом его перекладывают в другой. И тут же рядышком ребята делают лепешки. Вот там, кстати, на здании можно видеть большие-большие такие лоскуты ткани, которая тоже была выкрашена, видимо, не так давно. И сейчас сушится. Да, вот там дядька стоит и вывешивает только покрашенные ткани на то, чтобы они просохли. Этот ряд, по которому мы идем, здесь в основном продают ткани, какие-то платья, одежду. Да, вот они прям большие, не знаю, сколько метров, 20, наверное, да, эти полотна. То есть здесь вот каждый павильон — это магазин, как правило, с какими-то платьями, с какими-то нарядами. Посмотрите, насколько все это богато сделано, насколько это богато вышито. Покраской ткани они занимаются прямо тут на месте. То есть не то, что они там где-то что-то заказывают. Хлопковую ткань как ее вообще делают? Из чего? Как? Хлопка. Из хлопка. Его собирают? Растет. Его собирают. Делают хлопковые нити. Потом превращается в ткань. Но нити белые. Короче, они покупают белую и красят ее просто сами. Дешевле, вот. Да. И здесь же, наверное, и шьют прям. По сути, весь город поделен на какие-то более-менее оживленные районы, в центре которого обязательно будет рынок. И рядом с этими рынками можно часто видеть вот такие парковки для мотоциклов, для мопедов. Кстати, да, здесь очень мало именно скутеров, либо каких-то мотоциклов, как в Индии. Но здесь чаще всего встречаются именно мопеды. Вот в таком большом количестве. Причем они практически все одинаковые. И люди, приезжая на рынок, оставляют вот на этой парковке свое транспортное средство и отправляются за покупками. Вот так вот, немножко пригрузившись, но едут, зато не пешком. У водителя 2 пакета на руле, у женщины коробка в руках. И вот на таком маленьком мопедике, но движется. Здесь, видимо, чтобы побольше уместить, вот на эти разноцветные фуры нагружают прям наверх, то есть вовнутрь, и еще закидывают что-то прям на сам контейнер. Кстати, пожалуй, наверное, будет непривычная рекомендация для нашего канала по посещению ресторанов или кафе. В общем, если вдруг вы окажетесь каким-то образом в Лахоре, вам обязательно стоит посетить
улицу, которая находится чуть южнее форта, который мы чуть раньше показывали. Собственно, ради чего стоит посетить этот ресторан, не столько ради какой-то пищи, каких-то деликатесов, сколько ради вот этого вида. Да, открывается вид на Красную мечеть, на весь форт. Сейчас парень нам приготовит уже прилюбившийся нам с Афганистана тростниковый сок. Здесь процедура точно такая же. Russia. В общем-то, сегодня мы с Леной прогуливаемся в очередной раз по старому городу Лахору в поисках всего необычного, что только будет встречаться. Просто посреди города бяшки-барашки вот в таком железном загончике. Здесь же рынок, какая-то стоянка. Запашок здесь, конечно, стоит не из самых приятных. А здесь вот этот ряд базарный посвящен вообще всякой переработке. Видимо, вот этот мусор, который собирают постоянно, ну, бездомные в мешки по улицам ходят. И это все перерабатывается, и из этого делают какие-то коробки. А вот это я даже не знаю, что это, пластик. Да, по-моему, это какой-то пластик. В общем, то, что мы искали, конечно, не совсем то. Нам сказали, что здесь есть человек, который продает яд кобры. То есть он сидит прямо с кобрами и продает их яд. Но здесь у него... What's his name? Sana. Он, короче, продает каких-то ящериц, я не знаю, они полуживые. Они живые, да? It's medical, yeah? Oil, massaging, machine से गलम काटते हैं इसके बाद. Он делает какие-то косметические средства. У него в баночках здесь расфасовано разные какие-то, видимо, разная косметика, разные медикаментозные препараты. И это, я так понимаю, он производит все из вот этих вот ящериц. Тут у него несколько чучело варана и какой-то павлин. Чего только на улицах Пакистана не увидишь. Охренеть. Он, короче, да, он берет и... Oil. Oil. Oil, да? Короче, запашок здесь не из самых приятных. В общем, у него там лежат прям самые настоящие змеи, кобры, из которых он делает какой-то отвар, не знаю, экстракт, тоже в медикаментозных целях. Вот у этого дядьки тоже там змея лежит. Да, офигеть. Вот как мы червяков, знаете, в банку сажаем перед рыбалкой, также у него вот там лежит живая змея. Офигеть. Окей. Также ящерицы у него какие-то. Обалдеть. Но все бы, конечно, ничего, если бы запах рыбы. Здесь рыбный рынок находится. И с него просто ужаснейший запах. Надолго здесь задерживаться неохота. Остатки старого города Лахор, древнего города, обнесены со всех сторон вот такими стенами. И периодически встречаются в этих стенах вот такие проходы, арки, через которые попадаешь, собственно, в районы, где сохранилась вот эта вот архитектура. Внутри этих районов чаще всего располагаются какие-то рынки, какие-то движовые базары, где продают прям все, что только можно. И мясо, не знаю, там он что-то готовят, какие-то магазинчики, лавки. Здесь есть иерархия того, как устроены улицы. То есть на каждой улице будут продаваться своего рода товар. Мы сейчас проходили улицу, там была только фармацевтическая продукция, то есть какие-то лекарства. Каждая улица здесь будет представлять какой-то свой товар. Наряду с тем, что здесь используют для передвижения мотоциклы, какие-то рикши, также здесь многие грузы доставляют прям по центру города на ишаках, на каких-то ослах. Вот, то есть по старинке все. Пока я вам это рассказывал, смотрите, к какому дому мы подошли, тоже необычному. Каким интересным узором выложена плитка у этого дома. И посмотрите на эркер. Тут несколько балконов выступающих, и верхняя часть, она отделана зеркальными вставками, зеркальной мозаикой. И вот
ты идешь и периодически, да, вот среди вот этого вот, среди вот этих гор мусора, толп людей, среди каких-то бесформенных построек иногда встречается что-то необычное, что-то уникальное. В этом, наверное, и заключается главная особенность Лахора. А сейчас мы попали, наверное, на самую интересную для меня улицу. Здесь продают в основном музыкальные инструменты. Это вообще, ребята, что-то куют. Да, выковывают какие-то инструменты прямо из печи. Нас даже запустили в одну небольшую мастерскую, где занимаются изготовлением и ремонтом различных музыкальных инструментов. Hello! Здесь тоже можно наблюдать всяческие инструменты, которыми, видимо, как раз таки и делают. What's his name? Тарбулин. Тарбулин. Такой вот инструмент, барабаны здесь, палочки какие-то. Мне говорят попробовать дудку местную. Никогда не пользовался духовым инструментом, но я попробую. Здесь я. Я не знаю, как переключать выше-ниже тональность. По одной должно открываться. Наверное, мы возьмем вот эту дудочку. И палочки. И палочки на подарки. Из-за того, что здесь очень узкие улочки, разъехаться двум машинам практически является невозможным. Вот, собственно, сейчас машина пытается протиснуться, причем не очень даже широкая. И вот с той стороны рикша. Им уже все, им уже сложно здесь пробраться. Из-за этого здесь сразу же формируется огромная пробка. И очень тяжело становится дышать. А еще тебя раздавить могут, надо быть внимательным. Пройдя чуть подальше, мы натыкаемся на улицу, которая просто заполнена всякими ювелирными изделиями. Здесь ювелирные салоны с золотом, не знаю, с какими-то украшениями, кольцами, серьгами. Ну и, собственно, да, найти что-то кроме ювелирки здесь довольно проблематично. Когда ты приходишь на этот рынок, тебе сразу надо понимать, что ты хочешь и где ты хочешь. И если у тебя, допустим, твой список покупок превышает там 10 разных позиций, то, скорее всего, это займет целый день, чтобы пройти по каждой улице, где ты найдешь то, что тебе подходит. В очередной раз хочется показать то, насколько уникальным является исторический центр Лахора. Просто живая улица, повсюду рынки, какие-то базары, палатки. И на фоне древнейшее прям здание вот с этого красного кирпича, все в узорах. Очевидно, что это как раз-таки с эпохи правления монголов. Вот, до сих пор это здание здесь стоит, не разрушено, функционирует. Здесь же напротив этого красивого здания стоят вот так вот мусорные контейнеры. Какие-то вон там детишки в них копаются. Здесь человек, он спит, только что проснулся. Может, я его разбудил. Кстати, еще чем отличается индийская рикша от пакистанской рикши? Это то, что здесь уже, смотрите, как они делают. Они берут и вместо обычных 3 полок, которые спереди идут, они делают еще и полку сзади. И получается, что можно уже ехать, ну, в шестером точно, помимо водителя. Но также есть и закрытого. Он как раз таки в Индии используется. Вот, да, вот такого типа, как дядька едет. Еще не знаю, в чем здесь дело, но местные наездники, тот, кто передвигается на лошадях или на пешаках, они ездят почему-то стоя. Давайте сейчас признаюсь, собственно, какая была одна из причин посещения страны Пакистан. Я всегда мечтал увидеть местные грузовики и автобусы. Не просто грузовики и автобусы, а то, как их украшают. Украшают их, собственно, вот таким вот образом. Вешают всякими декоративными элементами, всякими цепочками, всякими веревочками, ленточками, бантиками, тряпочками, какими-то карнизами обвешивают. Есть, короче, агентства, которые занимаются оформлением грузовиков и автобусов в Пакистане. И водители на то, чтобы оформить свою машину, иногда тратят по несколько тысяч долларов. Да, кстати, они интересно здесь продают бензин. Есть вот просто такой же павильончик, в котором стоят бочки, и стоит дядька и продает вот такими бутылками по литру, по пол-литра. К нему подъезжает мотобайк, рикша. For the motorbike, for the rickshaw, да?
На этих улицах можно встретить настолько необычные товары, как вот такие вот бамбуковые лестницы. То есть мастерские, в которых купают мастера тростник, и из них делают вот такие вот лестницы, стремянки. Причем разных размеров. Смотрите, прямо есть метров, не знаю сколько она, но метров 8 точно есть. Также добавим немного информации о безопасности и о том, как сюда попасть. Визы выдают либо в консульстве в России, либо можно получить электронное разрешение. Называется оно ETI. Анкету можно заполнить на официальном сайте PAK-Visa. А вот что касается безопасности, то не во все города вам позволят поехать. Дело в том, что в Пакистане есть несколько регионов с неспокойной политической обстановкой. В первую очередь стоит отнести к ним провинцию Белуджистан, которую даже если вы получите пропуск, то повсюду вас будут сопровождать люди с автоматами. Кстати, у нас было что-то подобное, и об этом мы расскажем в следующих сериях. Также не рекомендуют к посещению приграничные с Афганистаном территории. Полиция ссылается на то, что там страшный Талибан. Но это они просто наши паспорта с афганскими визами не видели. Что касается отношения пакистанцев к туристам, то местные очень радушно встречают иностранцев. Чего только стоит приветствие на границе. Торговцы часто предлагают угостить чаем, в некоторых кафе нам даже не позволяли оплатить счета, ссылаясь на то, что мы у них гости. К камере относятся также спокойно, а иногда и сами просят сфотографировать. Лично нам Лахор безумно понравился, как своим колоритом, так и людьми. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что из нашего сегодняшнего ролика вам запомнилось больше всего. Ставьте лайк и по возможности отправьте ролик друзьям. Так вы нам очень поможете и будете мотивировать нас на новые, более интересные ролики. Да, и уже в следующей серии мы поедем по еще нескольким регионам Пакистана. Посетим одни из самых древних солевых шахт, заедем в Исламабад, столицу Пакистана, увидим приграничный к Афганистану город Пешавар и еще несколько интересных мест, в которых мы, как всегда, не обошлись без приключений. Все это и даже больше уже не за горами, поэтому цените видео и до скорого!